Куда пропал Бородинский метеорит? Считается, что каждый год на поверхность Земли падают тысячи метеоритов, но лишь немногие из них становятся известными и получают широкую популярность. Один из таких метеоритов – Бородинский. Этот космический объект упал на территорию артиллерийской позиции российской армии накануне знаменитого сражения, которое стало культовым событием в истории России. Бородинский метеорит, оказавшийся недалеко от места развертывания российской армии, перед Бородинским сражением является представителем хондритов, типичного класса метеоритов, которые обычно достигают поверхности Земли. Всего за год на Землю падает около 50 тонн хондритов, что соответствует массе одного железнодорожного вагона. Большинство метеоритов, в том числе и Челябинский, являются небольшими камнями, вес которых редко превышает несколько килограммов. Бородинский метеорит упал 5 сентября 1812 года поблизости от деревни Горки, где наблюдал за будущим сражением русский генерал Кутузов. Камень был найден часовым. Передан майору Дитерихсу. После смерти первого владельца метеорита он перешел к его сыну, а затем к приказчику имения и в конце концов попал в музейный сбор. Сегодня части Бородинского метеорита хранятся в разных музеях. Большая часть камня экспонируется в музее Горного музея, а кусочек массой 114 граммов в музее неземного вещества Геохи. О третьем фрагменте метеорита, который исчез из виду, ходят легенды, и его история могла бы стать темой для захватывающего детективного романа. Согласно статье из Горного музея Облонской и Поповой, третий осколок Бородинского метеорита мог принадлежать энтомологу Юлиану Ивановичу Семашко, страстному коллекционеру и исследователю метеоритов. Его богатая коллекция включала в себя 373 уникальных экземпляра, включая Бородинский метеорит. Письмо Семашко в Британский музей с доказательствами подлинности Бородинского метеорита предоставлено потомкам брата первого хозяина камня. В нем исследователь подробно описывает историю обнаружения метеорита в семье Дитерихсов и подчеркивает ценность этого уникального образца. Научные исследования в статье 1892 года Семашко упоминает, что в 1891 году он получил грамм Бородинского метеорита. Сравнив его с другими образцами, он пришел к выводу, что этот осколок уникален и до сих пор неизвестен в науке. Главная цель его публикации – призвать всех, кто располагает информацией о Бородинском метеорите, связаться с ним для совместного изучения этого удивительного явления природы. Все три фрагмента Бородинского метеорита могли бы остаться в России, если бы вдова Семашко не решила продать коллекцию за границу после его смерти. Есть вероятность, что новым владельцем почти 400 образцов русского коллекционера стал американский натуралист и геолог Генри Август Уорд. Он известен своими походами по миру, в ходе которых он собирал образцы минералов, окаменелостей и метеоритов, оформляя их для продажи в музеи и колледжи, в том числе и за пределами США. Доказательством того, что Уорд приобрел коллекцию Семашко, является судьба одного из ценных образцов фрагментов метеорита Джодзи. Их части были распределены между музеями естественной истории в Соединенных Штатах и Европе. Два осколка остались в Чикаго и Вашингтоне, другой в Лондоне, а по одному фрагменту получили музеи в Париже, Вене и Берлине. Судьба остальных кусочков метеорита Джодзи неизвестна. Скорее всего, аналогичная ситуация произошла и с третьим фрагментом Бородинского метеорита. Его, конечно, невозможно было разделить на множество частей из-за маленького размера, но если Генри Уорд действительно приобрел уникальный фрагмент от семьи Семашко, то вполне возможно, что он его выгодно перепродал, скорее всего в частную коллекцию, так как у нас нет информации о нахождении третьего осколка в музеях или исследовательских институтах за пределами России. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.